О зверстве акул ходят легенды. Люди с древности боятся этих морских хищников, ведь акулы любого размера могут представлять опасность. Однако среди всех акул можно выделить десяток самых опасных, встреча с которыми может закончиться очень печально. Акулы опасны не только тем, что они сильны, имеют острые зубы и мощные челюсти. Главная опасность кроется в непредсказуемости поведения зубастых хищниц. Несмотря на то, что повадки акул изучаются уже давно, предугадать с точностью, как поведет себя акула в той или иной ситуации, практически невозможно. А перед началом я прошу вас подписаться на канал. Обещаю, впереди много интересного. Теперь погнали! Акулы, как и большинство рыб, используют звуковые волны под водой, чтобы находить пищу, ориентироваться в пространстве и даже общаться с другими обитателями океана. Звук распространяется в воде в 4 раза быстрее, чем в воздухе, и акулы улавливают звуковые вибрации с помощью слуховых рецепторов и боковой линии тела. Сегодня известно более 450 видов акул разных размеров, самая маленькая достигает в длину 17 сантиметров, самая большая – до 20 метров. Но настоящую опасность для человека представляют лишь некоторые виды акул. За последние годы было зафиксировано больше всего случаев нападения на человека большой белой, тупорылой и тигровой акул. Давайте познакомимся с победителями рейтинга самых опасных акул морей и океанов. Большая белая акула. На планете нет более легендарного хищника, чем большая белая акула. У людей большая белая акула вызывает не только страх перед зловещим чудищем, но и восхищение мощностью и фантастическими способностями этого идеального хищника. Большая белая акула может достигать 7 метров и даже больше, но обычно ее размер до 5 метров, а в весе до 3 тонн. Огромную популярность большой белой акуле принесло участие в популярном голливудском фильме ужасов «Челюсти», который вознес ее на пьедестал рейтинга самых страшных и кровожадных акул морских глубин. В жуткий вид и огромные размеры не оставляют шанса при встрече с ней один на один в глубоком синем море, ведь 2/3 смертельных нападений на человека на ее совести. Опасна эта акула и тем, что увидеть ее приближение, несмотря на ее большие размеры, бывает достаточно сложно. Она подкрадывается практически бесшумно, нападает неожиданно, при этом обладает высокой скоростью и настойчивостью. Укусив жертву, большая белая акула, как правило, отплывает и ждет, пока жертва ослабнет и не сможет оказать сопротивление. Невероятные прыжки-полеты стали визитной карточкой южноафриканских белых акул и не перестают восхищать зрителей документальных фильмов о природе по всему миру. Акула мака. Эта проворная акула, несмотря на свои довольно скромные размеры от 2 до 4 метров, представляет большую опасность для человека. В отличие от белой акулы, которая предпочитает место попрохладнее, акула мака обитает в тропических и теплых водах умеренных зон. Она передвигается с огромной скоростью до 70 км в час, а из воды может выскочить аж на 4-6 метров. Но самое неприятное, что эта хулиганка очень любит проводить время вблизи пляжей, где легко может напасть на пловца, атакуя снизу вверх из глубины. Практически невозможно спастись от этой агрессивной представительницы акульих. Опасно не только в воде, но и на суше. Частый случай нападения на человека в прибрежной зоне. Акулу мака можно также встретить в Средиземноморье. Одну из таких красавиц сняли туристы у берегов Крита несколько лет назад, что вызывает у меня недюжий панический страх. Тигровая акула. Лавры самой опасной акулы принадлежат именно тигровой акуле. Эта особь представляет собой наибольшую опасность для человека из-за своей высокой агрессивности. Встреча с этой акулой не несет пловцу ничего хорошего. С высокой долей вероятности, встреча с этой акулой закончится нападением. Особенно они опасны ночью, когда выходят на охоту. Тигровые акулы – наиболее распространенный вид акул. Они водятся во всех океанах мира. Они крайне прожорливы. В их желудках чего только не находили. Ракообразных птиц, рыб, крупных морских животных, включая сородичей акул, крокодилов, дельфинов, черепах и многих других животных. Они не брезгуют питаться и падалью, а также мусором. Недаром в народе ее еще называют мусорщиком. Именно тигровая акула стала причиной гибели российского гражданина в водах Красного моря летом 2023 года. Этот шокирующий случай стал большим потрясением для туристов со всего мира, которые стали невольными свидетелями жестокой агрессии тигровой акулы в непосредственной близости от берега на крупнейшем курорте Египта. Наибольшее количество нападений фиксируется на Гавайях, где ежегодно происходит 3-4 смертельных встречи с тигровыми акулами.
Несмотря на серьезную опасность, которую представляет акула для человека, человек не менее опасен для тигровой акулы, так как огромное количество животных вылавливают ради ее жира и плавников. Это бесспорно делает этот вид акул наиболее уязвимым. С каждым годом их численность сокращается. Тупорылая акула или акула-бык. Пожалуй, ее можно назвать самой опасной акулой в мире. Большинство случаев нападения на человека связаны именно с ней. Кроме того, специалисты считают, что не все случаи зафиксированы, поскольку тупорылую акулу сложнее распознать, чем тигровую или белую. Самцы этого вида считаются самыми агрессивными живыми существами на планете. Активная выработка мужского гормона приводит к неожиданным приступам ярости, так что спастись при нападении бычьей акулы практически невозможно. Кроме того, акула-бык легко адаптируется к жизни в пресной воде, что также представляет опасность для человека. Тупорылая акула обладает высокой выносливостью и низким болевым порогом. Даже будучи пойманной и выброшенной на берег, она может поедать свои потроха. Песчаная акула. Эта сравнительно небольшая акула впервые была зафиксирована учеными недалеко от острова Сицилия в начале XIX века. Это единственный вид акул, способный заглатывать воздух и накапливать его в желудке. Так как песчаные акулы хорошо себя чувствуют в неволе, их довольно хорошо получилось изучить, особенно их социальное поведение. Самцы ведут себя особенно агрессивно во время спаривания, поэтому нужно быть особенно осторожными в это время. В мире были зафиксированы смертельные случаи при встрече с этими акулами, хотя этот вид и не является агрессивным. Популяция этих акул также находится под угрозой, так как входит в список коммерческого промысла. Акул вылавливают ради плавников и жира. Особенно популярен акулий суп в азиатских странах. Жир печени этих акул используется в косметологии. Акула-молот. Мы хорошо помним акулу-молот по произведению Жюля Верна «Дети капитана Гранта», когда в желудке пойманной рыбины была найдена бутылка с запиской, над разгадкой содержимого которой мучились все герои произведения. Предки молотоголовой акулы жили 20 миллионов лет назад. Это чрезвычайно опасное и непредсказуемое животное. Акула-молот может представлять опасности для человека, особенно три ее вида: бронзовая молот-рыба, гигантская акула-молот и обыкновенная акула-молот. Были зафиксированы многочисленные нападения на человека, но далеко не все они были смертельными. Из 50 нападений на 2021 год только 3 закончились летальным исходом. Акула-молот очень социальное животное. Акулы плавают, как правило, большими стаями, но охотиться по ночам предпочитают в одиночку. Мясо и плавники акулы-молота очень ценятся у гурманов, поэтому животное подвержено опасности полного уничтожения. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Длиннокрылая акула. Эта акула является одной из самых опасных для дайверов, так как поведение ее абсолютно непредсказуемое. Это одна из самых агрессивных акул Мирового океана. Она довольно медлительная, что может быть неверно интерпретировано. Акула неожиданно бросается в атаку, когда этого никто не ожидает. Более того, отметины на ее крыльях переливаются, что помогает ей маскироваться в толще воды, держась на расстоянии от потенциальной жертвы. Часто они впадают в пищевое безумство и начинают рвать зубами все, что попадется им на пути. Великий французский ученый-океанограф и путешественник Жак-Ив Кусто называл этих акул самыми смертоносными из всех видов акул, представляющих самую большую опасность не только дайверам, но и людям, попавшим в авиакатастрофу или кораблекрушение в открытом море. В этом смысле у длиннокрылой акулы самая дурная репутация, ее ничто не остановит. Этим акулам также приписывают гибель 5 туристов у берегов Шарм-эль-Шейха в 2010 году. Эта история ошеломила тогда многих, заставив отказаться от отдыха в Египте. Но все-таки они представляют особую опасность именно на глубине, где ведут себя как настоящие безбашенные убийцы. Уникальность этой акулы в том, что она способна улавливать запахи над поверхностью воды. Лимонная акула. В теплых бухтах Атлантики, среди рифов Карибского моря или на мелководье Багамских островов, дайверы и любители морского отдыха порой сталкиваются с лимонной акулой. Наиболее крупные представители этого вида достигают в длину более 3 метров. Обычно они подолгу прячутся на дне, выжидая, когда мимо проплывут неосторожные рыбы. В поисках добычи лимонные акулы даже заплывают в устье рек. К людям лимонные акулы крайне редко проявляют хоть какой-нибудь интерес, но известны несколько случаев их нападений на дайверов. Впрочем, ни один из таких эпизодов не был смертельным. Синяя или голубая акула. Эти акулы встречаются практически повсеместно в умеренных и тропических водах Мирового океана,
хотя в теплых морях чаще предпочитают держаться на глубине. В длину эти акулы достигают почти 4 метров. Они охотятся на рыб, кальмаров, осьминогов, а также поедают падаль. Нередко синие акулы попадают в рыбацкие сети, но большой популярностью их мясо не пользуется. Зафиксировано несколько десятков атак этих акул на людей, несколько случаев закончились гибелью пловцов. Ходят слухи, что древние гигантские акулы все еще живы. Миллионы лет назад океаны нашей планеты терроризировали громадные акулы – мегалодоны. Научное название Atodus megalodon означает гигантский зуб. У этих рыб зубы были в 3 раза больше, чем у большой белой акулы. Это делало их высшими морскими хищниками до тех пор, пока те не вымерли. Ходят слухи, что эти гиганты все еще живы. Видеоролики в соцсетях, рассказывающие о том, как именно они могли выжить и остаться незамеченными, набирают миллионы просмотров. Возможно ли, чтобы мегалодон жил и сейчас, скрываясь где-то в океане? Джек Купер, докторант университета Суонси в Великобритании, который изучает разнообразие морской фауны в истории, считает, что все это вымысел. Любое предположение о том, что мегалодон может водиться в неисследованных районах океана, это полная чепуха, основанная на отсутствии достоверных доказательств. Хотя большая часть океана действительно еще не исследована, Купер объясняет, что есть несколько причин, по которым мегалодон не может там прятаться. Во-первых, пищевая цепочка выглядела бы совсем иначе, если бы этот гигант был еще жив. Мегалодон был не только очень большой прибрежной акулой, но и высшим хищником в пищевой цепи, стоящим выше любого живого морского хищника. Таким образом, он оказал бы огромное влияние на океанские экосистемы, объясняет ученый. Исчезновение мегалодона имело каскадные последствия. Например, одна из основных добыч гигантской рыбы, киты, стали еще больше. Некоторые из крупнейших современных морских млекопитающих, такие как синий кит, эволюционировали только после того, как мегалодон вымер. Короче говоря, современная пищевая сеть частично сформировалась именно из-за отсутствия мегалодона. И остается таковой. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, я буду вам признателен за лайк, комментарий и подписку на канал.